Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомита. Сегодня у нас на обзоре танчик средний, Великобритания, 8-го левела, прем-танк, да. Вот, ФВ-4202, который можно приобрести по реферальной программе, купить, по-моему, и за голду, и за боны тоже. Вот, средний прем-танк. Этих машин сейчас в рендоме очень мало, и поэтому предлагаю разобраться, а почему же на этих прям танчиках не катают в современном рендоме. И начнем мы, конечно же, с бронирования данного танка. Погнали. Итак, вот коллижн модель нашей ФВшки 4202. Ну и начинаем. Начнем мы, конечно же, с корпуса НЛД. У нас 7,6,2 мм, приведенки 107, и это понятно для 8-х левелов полный картон для всех классов техники. ВЛД 58 мм, приведенки 118. Ну, грубо говоря, что НЛД, что ВЛД, то же самое. Но в верхней части, здесь хороший угол наклона, вот, вверх, внизу вот так вот, а вверху, так, мы давайте правильно поставим, вот, вверху может быть и даже рикошет. Приведен к 121. Ну, все зависит от угла входа снаряда. Чем выше, тем острее угол, и поэтому система считает рикошет. У нас пушка выбрана от этого же танка, и он сам себя, грубо говоря, верхнюю часть НЛД уже не пробивает. Ну, понятно, что это броня такая, даже не анти-СТ на самом-то деле, да. Хорошо. Здесь много в башне групп брони, потому что, сами видите, рядом со стволом тут куча непонятных мест. Ну, давайте начнем с щек. Щеки 140 мм, приведенки 258, 226, 231. Вот это уже интересно на самом деле. Это и анти-СТ, и даже анти-ТТ броня. С вами какой танк, там ИС-6, Крайслер, GFK. Вас сюда основным типом снаряда уже не пробивает. Верхняя планка 80 мм, но броня имеет хороший угол наклона и, соответственно, ну вот сейчас пробивает, неправильно стоял, ну вот так вот. Да нет, пробивается он в планку. Верхнюю часть опять же не пробивается, в нижнюю уже будет пробиваться, опять же зависит от угла входа снаряда. Вот, все, что связано рядом с орудием, 200 мм, здесь 231, по краям у нас закругление, соответственно, здесь уже будет больше брони, 340 аж целых, но по центру 200, 260, 221, есть лючок 65 мм. Он, скажем так, не такой уж и узкий, и закидывать в него, в принципе, достаточно просто. Боковое бронирование у нас, экран висит. Да, экран. Добавить чуть-чуть. 50 мм, приведенки 57, вверху 77. Ну и танковать от борта, понятно, он может даже с таким, но это не танк про танкование от борта. Это только при жесткой необходимости. Чуть-чуть перекрутите, и вас начнут рвать в эти борта. Вот он сам себя по своей пушке пока не рвет, но здесь вот начинает пробиваться. Поэтому, ну, от борта только в самой необходимости. Итак, корпус дырявый, крыши иногда пробивается, особенно в нижней части, в верхней еще более-менее держит. Щеки хорошие, все, что рядом со стволом, такая анти-СТ броня, здесь 200 тоже анти-СТ, ТТшки сюда будут пробивать, ну и края сюда лучше ему не стрелять, ну и понятно, люк, дырка. Вот такая броня. С броней разобрались. Броня посредственная, прям посредственная. Сказать, что у нее прям супер крепкая башка, нельзя. Для СТшек, да, она еще что-то будет вытанковывать. ТТшки сюда вас будут гасить. Сюда, в верхнюю крышку иногда пробивайте, в люк. Вот, рядом с пушкой можно бить, вот в маску орудия. Все это пробивается. Дайте смотреть на орудие. Может быть, у этого танка просто невероятная пушка какая-то. Кстати, пушка от 9-го левела стоит, да. Вот, альфа у нас 230. 230 на 8 уровне. Ну,
супер нищая альфа, пробитие основным снарядом 226, голдой 258. По пробитию, в принципе, все нормально. Вот единственное, при такой альфе, и опять же, вот как раз мы подходим все ближе к тому, почему не играет на этой машине, и в рендоме их нет, да, мы бронирование видели, теперь смотрим орудие. Альфа 230, и при этой альфе на стойке пушка заряжается 8 секунд. У нас ДПМ на СТ-шке 1725, да, ну 8 секунд при такой альфе, вот, этот танк надо улучшать. Надо, если оставляем такую альфу, тогда надо время заряжания уменьшать, потому что 8 не соответствует такой альфе. Вот. Точность у пушки, в принципе, неплохая, 0.33, 2,3 секунды время сведения. И еще раз повторюсь, на этом танке в первую очередь не играет, хоть он и является прем-танком, из-за несоответствия альфы и времени заряжания. Очень низкий ДПМ пушки. Это вот прям основной момент и проблема, и боль этого танка. Ну и опять же, конечно, бронирование тоже. По оборудованию я собрал такую прям сборочку для СТ. Поставил досел, понятно, СТ-шка, да. Поставил просветленку. Вот, поставил турбину. Кстати, мы не посмотрели полевую модернизацию. Давайте глянем. Легкосплавные узлы крепления во втором блоке. Здесь плавающий прицел, на точность я сделал. И поставил еще к незаметности после выстрела. Вторым слотом взял на обзор. Поставил турбину для более лучшей подвижности в слот, который дает дополнительный буст на подвижность. Вот. По снарядам основной у нас ББХ и летит 1020, что себе вполне комфортно. Голда подкол летит 1275. По скорости полета снаряда здесь вопросов нет. Снаряжение ремка, аптечка, огнетушитель желательно автоматический. 4 члена экипажа перки вы сейчас наблюдаете перед собой. С УВНами у нас тоже все хорошо, минус 10. Вот при таком экипаже 4 плюс перка, да, у нас заряжается пушка уже 6,76, что уже лучше, да. Но хотелось бы еще быстрее, потому что, ну, альфа прям не самая огонь. По ХП 1400, чуть больше, чем на 8 уровне СТ-шках, там где-то в районе 1300 колеблется, ну 1400, да, мы пожирнее чуть-чуть. По мобильности 50 с турбиной, 55 вперед, 21 назад, почти 18 лошадей на тонну удельная мощность. По незаметности, перк незаметности только прокачивается, у кого-то вообще еще нету, у этого члена экипажа, да. Вот, ну, 32-33% он точно можно раскачать на этой машине. По обзору с просветленной оптикой вот в нужном слоте 465 метров. По обзору огонь. Да, на этом танке тяжело настреливать. И именно поэтому я ставлю просветленку, чтобы суммарный урон, там, асист по засвету вкупе с уроном из вашего ствола, да, позволял вам на нем хотя бы брать 3 отметки или вообще что-то делать в бою. Поэтому ставьте все-таки обязательно просветленную оптику. Вот. По плюсу минусу машины. Самый жирный минус — это бронирование данного агрегата. Вот, как по мне, ну что, картон, корпус со всех сторон. И башни, ну, очень много уязвимых зон. По пушке все хорошо. Скорость полета снаряда. УВН есть. Вот, УВН есть. Хорошее пробитие на снарядах. Казалось бы, да. Но нищая альфа. Поэтому такой плюс-минус. По обзору однозначно плюс, по незаметности тоже плюс, по мобильности плюс, даже по ХП количеству и то плюс. Вот. А может быть и зря люди на нем не ездят, не знаю. Сейчас прокатимся, увидим. Предлагаю же отправляться в бой, давайте пощупаем этот танк боем. Погнали. Так, обзор боем ФВ-4202, Великобритания. Средний прем-танк 8-го левела. Можно этот танк получить по реферальной системе, купить за голду, да и, по-моему, за бон он есть. Могу ошибаться, если что, поправьте в чате под видео. Да. Вот, что мы тут делать будем? Мы поедем, наверное, направо на Барханы, начнем там отыгрывать.
Подвижность у нас, слава богу, есть. Если что, отойдем. Если жареным запахнет. А это может быть. Да. Так, а ЛТшек в бою нет, кстати, там нету. Ну, у них что-то и на центре еще никто не светился совсем. Лёва тащится. Гвардейцы. Не, ну надо помогать нашим, что это мы их бросили. Революция там, да? А как ты я промазал? В башню полетела. Ты погляди, Скорпион там что исполняет. Есть пробитие. Нет пробития, ну есть засвет, да. Рикошет. Пробитие. Все, доигрался, родной. Так, 2К насветили. О, 3К насветили. Нормально. Почти 4К суммы. Что делать тебе со Скорпионом? Высветить бы его как-нибудь. Можно ведь и в ангар отъехать. Оп. Аккуратненько, аккуратненько. Вон он и Скорпиончик уже. Вот, Скорпиону стукнули. А вот арта это плохо. Еще раз Скорпиону стукнули. Вот, а Скорпион нам стукнул. Ну, на 4К мы наиграли. Интересно, чем этот бой закончится. Повезло, насветили много. Да, безусловно. Но бой, наверное, отлетной такой. У нас уже база звенит. 9,8. Тут 44, шпрот. О, у них тут угол как плотно-то стоял.
Слушайте, ну угол они сейчас забьют из шпрота толпой. Там ГСОР подтягивается. Но тут жесть. Слушай, наверное, затащим. Да. Наверное, затащим. Сейчас заряется и индюшка полетит в ангар. Во. Все. Вот так вот. Да, это Центурион все там попукивает. Ух, нормально. Вот, что можно вообще в целом про ФВ и сказать? Нищая альфа. Нищая альфа. И для этой нищей альфы, как по мне, пушка достаточно долго заряжается. То есть абсолютно нет ДПМа. Вообще многие танки Великобритании, СТшки, они, конечно, вот испытывают проблемы практически, кроме, наверное, Центуриона X с ДПМом. С маленькой альфой достаточно долго все равно для какой альфы заряжается орудие. И на этом танке настрелять вообще чего-либо много. Как бы тяжело. Да, повезло, насветили в этом бою 3К и еще там косарь 100 настреляли. Но не было бы засвета, вот с таким бы уроном я полетел бы в ангар. Поэтому, но башню что-то там все-таки мы даже рикошетили. Вот, 1105, да. 4К суммы. Вот, затанковали на 880. А интересна ли эта тачка сейчас? Ну, наверное, сложная она все равно. Хочется в боях делать результаты, а результаты делать с таким бронепробитием, связки с ДПМом, ну и такая, вроде есть броня, нету. Ну, для скилловичка так. Ребята, у кого есть ФВ-4202, пишите свои комментарии, как вам эта машина, что вы о ней, безусловно, думаете. Как по мне, ну, такое что-то. Что-то такое. Прям пук-пук, тяжело настреливать. Вот, ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.